Глава 28. Раху. Планета материализации. Часть 2. В индуистской мифологии есть очень наводящая на размышления аллегория в истории оспенивания океана. На этой небесной церемонии, когда девы и асуры были заняты изготовлением различных предметов из Кширасагара, появилось много сокровищ, в том числе нектар. Чтобы ввести асуров в заблуждение переходящими материальными соблазнами, Господь Вишну, приняв облик чародейки, начал раздавать нектар, надеясь, что демоны будут очарованы его видом и упустят нектар. Один из демонов заинтересовался настоящей вещью, потому что знал ее истинную ценность и сумел получить от нее свою долю. Узнав об этом, боги разозлились и захотели уничтожить его. Разрушительный диск Вишну мог только разрубить демона на две части, которые позже стали известны как Раху и Кету. Причем у одного было туловище, а у другого голова изначального демона. Не углубляясь в тайны этой аллегории, можно вспомнить о поляризации изначального духа на самой начальной стадии космического творения. Электричество и магнетизм, притяжение и отталкивание, пуруша и пракрити, субъективность и объективность, свет и тьма, солнце и луна. Вот некоторые из проявлений этого акта первобытной поляризации. Хотя Раху и Кету разделились на две части, они, по сути, остаются единым целым. Поляризованная энергия является причиной вспенивания океана, в котором эти планеты играют важную роль. Из этого смешения возникло хорошее и плохое, духовное и материальное, нектар и яд и многое другое. Раху и Кету тесно связаны с возникновением различных жизненных ситуаций. Однако Раху – это материальный толчок поляризованной энергии, а Кету – духовный импульс. В тайной доктрине упоминается, что отец и мать плетут паутину, верхний конец которой прикреплен к духу, свету единой тьмы, а нижний к ее темному концу материи. И эта паутина Вселенной соткана из двух субстанций, объединенных в одну в Свабхават. Было бы недалеко от истины связать Раху с низшим из темных начал материи, который заставляет вращаться эту таинственную паутину Вселенной. Вращение могущественной Вселенной, которая возложена на Раху и Кету, действительно является очень сложной задачей. И в этом задании Раху отвечает за материализацию божественного, символизируемую нижним темным концом. Для выполнения этой задачи Раху был наделен всеми творческими возможностями Шакти, и божественное покровительство, зонтик, являются необходимыми средствами для выполнения возложенной на него работы. Эта цель достигается многими способами, поэтому влияние Раху довольно сложно предсказать, именно поэтому его также считают очень обманчивой планетой. Именно по этой причине существуют значительные разногласия и неясности в отношении этой темной планеты. По той же причине даже связь Раху с другими планетами и знаками зодиака не очень ясна. Все, что дается в различных классических трудах, очень завуалировано, фрагментарно и не проясняет ситуацию. Каждый должен разбираться в подтексте в соответствии со своим пониманием и интуицией. Однако многие выдающиеся астрологи в значительной степени прояснили ситуацию. Некоторые из основных характеристик Раху уже были указаны древними провидцами, и они были подробно описаны выдающимися астрологами. Считается, что Раху является хозяином первых 6 домов зодиака, которые также считаются домами, связанными с самим Я, а Раху с планетой Земля. Раху имеет особые связи с Овном, Тельцом, Близнецами, Раком, Львом и Девой. В Близнецах он экзальтирован, но многие астрологи считают Тельца его экзальтированным знаком. Близнецы также считаются его мулатриконы. Дева – это его собственный знак, хотя многие астрологи считают, что Рак – очень благоприятный дом для Раху. Друзьями Раху являются Меркурий, Венера и Сатурн, и поэтому его связь с Близнецами, Тельцом, Весами, Козерогом и Водолеем имеет особое значение. Раху тамасичен, полон стремления к земным наслаждениям и представлен как чандала или неприкасаемый. Также говорится, что Раху – это кала, продолжительность или время, что очень важно для космического мышления. Только благодаря Раху длительности небесный нектар достигает царства демонов. В этой функции Кету, Акаша, пространство, сознание также играет хорошую скоординированную и синхронную роль. Эти основные характеристики Раху позволяют нам увидеть, как работает эта планета в любом гороскопе. Центральное и оккультное значение Раху было хорошо описано Блаватской, известной русской оккультисткой, основательницей теософского общества. Она заявила, что мифологический Раху – это датия, великан, полубог, нижняя часть тела которого оканчивалась хвостом дракона или змеи. Во время вспенивания океана, когда боги создали Амриту, нектар бессмертия, он украл немного его и, выпив, стал бессмертным.
Солнце и луна, уличившие его в краже, донесли на него Вишну, который поместил его в звездные сферы, где верхняя часть его тела представляла голову дракона, а нижняя — кету, хвост дракона. Эти два узла были восходящим и нисходящим. С тех пор Раху мстит Солнцу и Луне, время от времени проглатывая их. Но у этой басни есть и другой мистический смысл. Поскольку Раху, голова дракона, играл важную роль в мистериях посвящения Солнца, Викартаны, когда кандидат и дракон вступали в решающую схватку. Вот тайна Раху, его борьба с Викартаны, сыном, который узурпировал царство своего отца. Раху и Викартана боролись друг с другом, прежде чем последний получил право на постижение высших тайн жизни и света, ведущих к большей силе и мудрости. Раху погружает человека в материю и невежество, и когда человек пытается вырваться из оков Майи, великой иллюзии, Раху пытается заставить его увидеть, ослабли ли все оковы иллюзии. Это очень хорошо иллюстрируется различными предсказаниями, относящимися к планете, когда она расположена в разных домах, а также на разных зодиаках. Результаты, полученные в доме, где находится Раху, не материализуются, что является общим правилом. В зависимости от общего расположения гороскопа можно предсказать особые результаты. Поскольку Раху усиливает материальные оковы и склонности Бхавы, в которой он находится, это можно даже рассматривать как кармическое бедствие, влияние которого очень трудно преодолеть или избежать. Раху в Лагне делает человека склонным к материализму. Он не может подняться очень высоко в сфере духовности. Деньги, секс, статус, мир и достаток – обычные желания человека. Он будет испытывать большую слабость к иностранцам и совершать нежелательные поступки. Он может быть неортодоксален в своем поведении и манерах. Даже если духовные устремления укоренились, они, как правило, вызваны желанием обладать большей властью и престижем. В таких случаях человек больше озабочен психическими силами или ситхами и часто занимается черной магией. Жизненные принципы не всегда строго соблюдаются. Стремление к свободе, особенно в сексуальных вопросах, больше склоняет к распущенности и наслаждению запрещенными удовольствиями. У тех, кто обладает высокоразвитым эго, Раху в Лагне позволит им достичь посвящения и рассвета космического сознания. Среди выдающихся личностей, у которых был Раху в Лагне, можно упомянуть Хевелока Эллиса, Генри Форда, Свами Шивананду. Они были выдающимися личностями в разных областях деятельности, но все они твердо стояли на ногах. Хевлок Эллис прославился благодаря своей озабоченности сексом, особенно его неортодоксальным аспектом. Генри Форд стал известен, потому что зарабатывал деньги, а Свами Шивананда, потому что он принес спиритизм западным образованным массам, которые в остальном были вовлечены в материальную жизнь. Раху во втором доме благоприятен для материального процветания. Он поднимает человека на очень высокие посты. Богатство не является проблемой для тех людей, которые склонны к материальному, но даже если они склонны к духовному, у них не может возникнуть трудностей с достижением такого достатка. Но если человек интеллектуален, и ему есть что сказать миру, то западный мир – это подходящее место. Также есть немало примеров, когда Раху во втором доме создавал проблемы с речью. Речь таких людей может быть хриплой, грубой и оскорбительной. Примеры: император Нерон, президент Труман и профессор Раман – видные показатели Раху во втором доме. Стоит отметить, что вклад доктора Рамана особенно хорошо воспринят в западном мире и среди людей, которых в основном представляет Раху. Профессор Раман добился больших успехов в донесении идей Востока до Запада. Раху в третьем доме дает мужество, энтузиазм и гуманитарную деятельность. Такой человек с Раху в третьем доме будет заботиться о благополучии человечества. Он будет готов пожертвовать своими личными удовольствиями и комфортом ради блага своих ближних. Это сила, с помощью которой божественность входит в материальность. Она берет на себя материальные обязательства, чтобы материальный мир в конечном счете вернул себе утраченную славу. Для обычных людей это может создавать трудности в отношениях с братьями и сестрами. И такие люди могут даже представлять угрозу для своих близких. Но Раху в третьем доме целеустремлен. Это знак мужественного перенесения личной несправедливости. Среди известных личностей с Раху в третьем доме Кришна, Иисус Христос, пророк Мухаммед, Карл Маркс, Рамана Махарши, генерал Эйзенхауэр и герцог Виндзорский. Остерегайтесь Раху в четвертом доме, поскольку он создает бурю в жизни человека. Для него все время будет бушевать океан. Ни одно событие в жизни не проходит без того, чтобы не оставить важного отпечатка в его сознании. Змея за пазухой всегда опасна. Никто никогда не знает, когда может нарушиться эмоциональное равновесие. Склонные к самоубийству, постоянно непонятые, лишенные покоя и любви, не имеющие дома, который может было бы считать тихим уголком. Такие люди вынуждены нести свой крест на протяжении всей своей жизни.
Обычно Раху в четвертом дает кочевой образ жизни, и человек не способен прижиться в любом месте. Мария Антуанетта и Франклин Рузвельт, как имеющие Раху в четвертом доме, любой признал бы, что их жизнь не была мирной, нервы обоих были очень напряжены. Мария Антуанетта всегда была в эпицентре интриг, неуверенности, неприятностей из-за интриг и заговоров, обмана и тайных врагов, и в конечном счете была принесена в жертву кровожадной толпе за грехи других. Франклин Рузвельт страдал от детского паралича. Одному приходилось нести крест в первую очередь на психологическом плане, а другому на физическом, и все же оба несли крест своей жизни. Астрологи часто порицают Раху в пятом доме за то, что он создает трудности, связанные с потомством. В целом это верно, но не всегда. На самом деле имеет место философское отношение к созидательной роли человека в этом мире. Когда индивид находится на ранних стадиях духовного развития, отказ от потомства у него, скорее всего, вызовет философский подход к жизни. С другой стороны, когда такое отношение уже укоренилось в человеке, отказа от потомства может и не быть, и индивид мог бы развивать свои творческие способности по другим каналам. Примечательно, что Омара Хаяма, гуру Нанака, Акбара Великого и короля Георга VI Раху был в пятом доме. Шестой дом является важным для Раху, который, как предполагается, приносит огромную пользу в мирских достижениях человека. Когда Раху находится в шестом доме, ожидается, что это само по себе преодолеет препятствия, создаваемые многими другими планетами. Эта уверенность нуждается в более глубоком изучении, чтобы выяснить основу этой характеристики Раху. Шестой относится к здоровью, службе, еде, врагам, долгам, воровству, дурной славе и так далее. Это ситуации, которых человек очень опасается. Когда могущественный черный дракон нависает над этим домом, меньшее зло обращается в бегство. Поскольку печаль – это реальность, скорее первая из 4 благородных истин, провозглашенных Господом Буддой, демоническое влияние Раху полностью скрывает эту истину от человека. Это довольно необычный подход к человеческой жизни, но оккультные истины часто более загадочны, чем мы обычно принимаем. Таинственная связь между Раху и шестым домом обеспечивает благополучное развитие человеческой личности. Лорд Теннисон – пример этого знака. Раху в седьмом доме создает много сложностей в браке, однако природа проблемы может отличаться от человека к человеку. То, как человек сталкивается с разными людьми и формирует с ними союз, также будет уникальным. Будь то женой или в других отношениях, человек с Раху в седьмом доме не будет чувствовать себя единым целым с ними. У человека есть твердая оболочка, которая будет препятствовать свободному потоку магнетизма, исходящему от него. Его влияние, хорошее или плохое, будет отчетливым и дифференцированным. В таких случаях, если не соблюдать крайнюю осторожность, существует опасность того, что таких людей сочтут индивидуалистами, эгоистичными и часто тщеславными. Если у такого человека сильное эго, брак будет неудачным. Когда индивид интеллектуально развит, его философские идеи будут бескомпромиссно уникальными и индивидуалистическими. Такой индивид с Раху в седьмом доме будет олицетворять сознание и общее отношение существа, которое сбалансировано между духовностью и материальностью. В восьмом Раху – ужасная планета. На такого человека воздействуют великие кармические силы. Трудно предсказать, как планета повлияет на разных людей. Это может привести к сложным и злокачественным заболеваниям или к длительным медитациям. Также можно ожидать появления ситхов в черной магии, а также йогических опытов. Непонятно, каким образом здесь мог бы плодоносить Раху, который является самым загадочным из домов. Даже если индивид не может иметь потомство или страдает генетическими заболеваниями, или сталкивается с некоторыми злокачественными заболеваниями, которые трудно диагностировать, это не должно вызывать удивления. Что бы ни случилось, под этим влиянием будет действовать множество скрытых и невидимых сил, так что жизнь человека окажется в стороне и усложнится каким-то непредсказуемым образом. Девятый – важный дом для Раху. Нет необходимости говорить, что люди хотели бы поспорить о духовном влиянии Раху в этом доме. Девятый – это дом Дхармы, общей философии жизни. Раху в девятом, вероятно, сделает человека чрезвычайно религиозным, но в то же время в определенной степени атеистом. Это две противоречивые идеи, и они не очень ясно выражают идею. Однако можно предположить, что Раху в девятом доме будет поощрять философский подход. Вероятно, очень логичный, отстаивающий свою позицию с материальной стороны, часто следующей индуктивной логике, и он может даже полностью отрицать все теистическое просто на том основании, что мы не видели Бога. Раху в девятом доме не позволит индивидууму слиться с божественным, но у него будет такая сильная личность, что он попытается либо сделать себя Богом,
либо визуализировать Бога в любой человеческой форме. Что касается самодисциплины, то такой человек может быть образцовым, но он не способен забыться в божественном экстазе. Такие люди даже материализуют абстрактные духовные философии. Они будут лучше философами, чем оккультистами, лучше диктаторами, чем учителями. Но в любом случае индивидуум может быть недостаточно развит духовно и находиться на более низких ступенях человеческой эволюции. Раху в 9 доме может даже превратить индивидуума в развратника, убийцу или радикально антисоциального элемента. В 10 доме Раху завоюет мир либо физической доблестью, либо интеллектуальной мощью, либо духовной преданностью. Рамакришна Парамхамса был уникальным святым, который, как говорят, покорил всемогущего Бога своей силой. Он убил мечом свою божественную мать, даровавшую ему просветление. Он сделал это, чтобы достичь Нирвикальпа Самадхи. Он был уникальным святым, который утверждал, что показал Бога Вивекананде. Но такие духовные достижения редки. Как правило, Раху в 10 доме будет связывать судьбу человека с материальным миром, обыденным миром, со всеми вытекающими из этого сложностями. Часто такие люди достигают высокого уровня мастерства в военном деле. Чингисхан и Субхаш Чандра Боус являются примером тех, кто способен побеждать физически. Рабиндранат Тагор, несмотря на великолепные небесные полеты воображения, был глубоко материальным человеком. Он был глубоко влюблен в хорошие стороны жизни и все остальное. Махатма Ганди даже опошлил оккультизм, обожествил политику и изобрел новый способ завоевания королевств. Очевидно, что Раху в 10 доме приведет человека к великим и возвышенным высотам, но элемент материализма не может не наложить отпечаток на его деятельность. Раху в 11 доме очень благоприятен для обретения известности. 11 дом в гороскопе – это дом обретений. Благоприятный Раху в 11 доме поможет человеку в достижении его устремлений, независимо от того, является ли объект устремления материальным или духовным. Раху, демон, смог так или иначе добыть нектар, несмотря на пристальное внимание богов. Раху в 11 доме должен исполнять чаяния человека. Здесь Раху находится в уникальном положении, поскольку может даровать либо деньги, либо многочисленное потомство. Каким бы ни был результат действий Раху в 11, это должно принести огромный успех в мире. Александр Македонский обладал властью над обширной физической империей. Он завоевал все, куда бы ни направлялся, и присоединял царство к своим владениям. Такой же полезный опыт произошел даже со Шри Шанкарачарьей. Он побеждал своих противников, куда бы ни шел, и очень успешно обращал каждого из них в свою веру. Раху в 11 доме смертельно опасен для противников и очень благоприятен для достижения любых целей. В 12 доме Раху возносит человека к великим духовным высотам. Даже ангелы и феи, а также бесчисленные невидимые существа будут в распоряжении такого человека при условии, что он духовно ориентирован. Он потратит все свои материальные силы на одухотворение мира. В царстве после смерти у такого индивидуума все будет гладко, и он может пройти множество в высшей степени оккультных церемоний посвящения. Какими бы ни были объективные условия в течение его физической жизни, Раху, будучи субъективной планетой, дает много силы и энергии, которые могут быть весьма полезны для их использования в жизни после смерти. Из вышесказанного видно, что Раху очень мистическая планета, требующая глубокого изучения. Часто указывается, что Раху – планета зла. Считается, что он символизирует разрушительные силы среди людей. Это разрушение, согласно мифологии, происходит из-за перемешивания, которое происходит повсюду и с каждым человеком. И оно не было ограничено только во время космического творения. На самом деле это явление материализации. Это явление полностью окрашивает различные планеты, с которыми оно связано, а также оказывает существенное влияние на зодиак, на котором оно расположено. По некоторым особым причинам этот принцип обычно излагается наоборот. Безусловно, очень увлекательно изучать влияние планеты на жизнь человека. Это могло бы прояснить ситуацию, если бы мы изучили процесс, с помощью которого можно было бы устранить разрушительные элементы планеты у разных людей. Эти и многие другие проблемы, связанные с Раху, заслуживают более подробного изучения.